Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких римских сандалий. Я думаю, что это очень удобная обувь, закрытая пяточка, закрытый носок, и одновременно с этим это очень легко и по-летнему. Мы сегодня с вами будем их вязать, и я думаю, что любой из вас справится, потому что это довольно просто. Друзья, все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Если вы сейчас смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подпишитесь на мой канал, нажмите кнопочку подписаться, колокольчик, и вы никогда не пропустите никаких видео, всегда будете первыми получать уведомления о новых. Ну, давайте начинать. Сначала мы, конечно, что нам надо будет? Ну, во-первых, это подошва. Подошву я подобрала вот такую, называется она Спорт. Мне очень она понравилась, и под сандали, мне кажется, будет просто супер. Бортик тут уже пробитые отверстия под обвязку подошвы, 36 размер. Какие крючки? Крючки я сейчас подберу под пряжу. Пряжа у меня Melissa Sweet, это на 75 граммов, 168 метров, стопроцентный акрил. И тут рекомендация крючок 3-3,5. Но я буду брать крючок 2,5, чтобы у меня узор был плотным, потому что все-таки это сандалии. Да, попробую все-таки 2,5, остановлюсь на нем. Ну и начинаем обвязку подошвы. Первый установочный ряд, вот отсюда я начну. Здесь отмечено, где конец пяточки. Вот я со следующего отверстия начинаю обвязывать. Так как отверстия пробиты на расстоянии 1 сантиметр друг от друга, я буду в каждое отверстие провязывать 3 столбика без накида. Первое отверстие 1 столбик вяжу, и затем в каждое по кругу 3 столбика без накида в каждое отверстие. Затем в конце ряда я вам покажу, как уже будем заканчивать ряд. А сейчас пока вяжем 3 столбика без накида в каждое отверстие. Очень часто вы спрашиваете, где брать подошву, где ее можно купить, поэтому сейчас вот в углу наверху в правом углу появится ссылочка на видео, в котором я рассказываю, где я покупаю подошвы, пряжу, крючки и так далее. Посмотрите это видео, еще ссылочки оставлю под самим видео. Вот так провязываем по 3 столбика без накида от начала до конца ряда. В конце ряда здесь у нас, где мы провязали 1 столбик, довязываем еще 2 столбика в это первое отверстие. И затем провязываем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Воздушная петля подъема. И теперь повторяем ряд снова, то есть провязываем в каждую петлю предыдущего ряда столбик без накида от начала до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую петлю предыдущего ряда. И теперь будем вязать первый ряд пятки. И надо сначала определиться, куда мы ее будем вязать, до какой петли. Вот так параллельно находим на другой стороне подошвы петельку параллельную, ставим туда маркер, чтобы мы знали, какая петля у нас будет последняя. Вот та петля, на которую мы сейчас ставим маркер, она у нас будет последняя в этом ряду.
Теперь воздушная петля подъема. И начинаем вязать первый ряд пяточки. Вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Когда доходим в конце ряда до маркера, убираем маркер и в эту петлю провязываем последний столбик с одним накидом. Эту петлю последнюю снова переставляем на маркер и нить протягиваем в начало ряда. Будем вязать только по лицевой стороне. Вот ставим петельку эту на маркер. Нить прокладываем аккуратненько вдоль пяточки на эту сторону, на начало ряда. Ровненько, чтобы она не провисала. Будем ее ввязывать в ряд. И сейчас вот со второй петельки, вот где у нас первая была видно, мы начинаем со второй петли, начинаем следующий ряд. Следующий ряд у нас будет столбики без накида, весь ряд. Вяжем столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Друзья, обязательно пишите комментарии, нравятся ли вам мои мастер-классы, какие-то, может быть, у вас пожелания есть, какие-то модели вы хотели бы еще, чтобы появились. Пишите, я с удовольствием читаю ваши комментарии, всегда на них отвечаю, и мне это очень важно. Вот здесь в конце ряда, когда у нас остается последняя петля, мы ее не провязываем, а сразу провязываем вместе вот с этой петлей, которая у нас на маркере, столбик без накида. Закрываем ряд, петлю снова переносим на маркер и нить прокладываем в начало ряда. В начале ряда опять смотрим, где у нас была первая петля предыдущего ряда. Со второй петли вот отсюда начинаем ряд. Этот ряд у нас будет столбики с одним накидом. Будем вязать через ряд. Ряд столбики с одним накидом, ряд столбики без накида. Так как столбики с одним накидом, делаем 2 воздушных петли подъема и дальше в каждую петелечку провязываем столбик с одним накидом от начала до конца ряда. Не забываем про нить, которую мы протянули в начало ряда, и обязательно ввязываем ее, чтобы она потом не осталась у нас за вязанием где-то изнутри или снаружи, чтобы не болталась. Вот так идем до конца ряда. В конце ряда, как и в предыдущем ряду, последнюю петлю не провязываем, а провязываем столбик вместе с петлей, которая у нас на маркере. И эту петлю, которая у нас осталась теперь последняя, переносим на маркер, а нить возвращаем в начало ряда.
Потом начинаем вот с этой петли, со второй, да, от предыдущего ряда, и провязываем вот так: один ряд столбики без накида, один ряд столбики с одним накидом. Продолжаем до необходимой нам высоты пятки. Вот я буду вязать высоту где-то, мне нужно 7 сантиметров пятку, но я провяжу 6 до 6,5, потому что там еще будет обвязка. И вот так я буду заканчивать. Вообще, конечно, когда вяжете пяточку, промеряйте высоту своей пятки. Вот прямо на ножке вот так промерите, на какую высоту вам нужно провязать пяточку. И тогда будет все точно. Вот я провязала уже пяточку, замеряю. Тут у меня 6, ну может 6,2 получилось. Вот еще будет обвязка, и как раз у меня будет необходимая высота пятки. Дальше будет еще ремешок для застегивания, но это потом. И всего получилось у меня 10 рядов. У меня получилось 5 рядов столбики без накида и 5 рядов столбики с одним накидом. Теперь я протягиваю нить по всей пяточке вот сюда, прямо к подошве, вот в этот угол. И сейчас я буду вязать обвязку пятки. Начинаю от первой петли, которая вперед от пятки идет, и начинаю вязать столбики без накида. По боковой части у нас получится в каждый рядок, где у нас были столбики без накида, один столбик без накида, где у нас были столбики с одним накидом, 2 столбика в этот рядок будем вязать. Ну, вы увидите, так, чтобы не тянуло, ровненько в каждый рядок 1 или 2 столбика без накида. Доходим сюда до верха, до угла, и в угловую петлю провязываем в одну петлю 2 столбика без накида, чтобы угол у нас не был стянут. 2 столбика без накида в одну угловую петлю. Дальше переходим на верхнюю часть и продолжаем вязать столбики без накида в каждую петельку. Вяжем до угла, вот здесь провязываем угловую петлю вместе с петлей на маркере, потом сюда же еще одну петлю и вниз. Вот у нас угловая петля, провязываем столбик без накида вместе петлей на маркере, и затем в эту же самую петлю еще один столбик без накида. Затем будем двигаться уже по боковой части вниз к подошве. Здесь провязываем последнюю петельку столбиком без накида. И эту петлю переносим на маркер. Опять нить возвращаем в начало ряда на ту сторону пятки и провязываем еще один ряд обвязки. Точно так же отступили вперед на одну петельку и столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда.
Не забываем в угловые петли провязывать по 2 столбика без накида. Доходим до конца ряда. Последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Затем мы уже присоединяем боковой части соединительным столбиком и провязываем еще один соединительный столбик. И после того, как мы провязали 2 соединительных столбика, мы можем уже нить обрезать и конец нити вывести на изнаночную сторону и спрятать его в вязание. Вот теперь пяточка наша готова полностью, и мы приступаем к вязанию переда. Здесь находим центральную петлю, которая у нас впереди будет центр переда. У меня здесь отмечено на подошве, поэтому очень удобно. И отсчитываем от центральной петли 6 петель вправо и начинаем вязать первый ряд. Столбики без накида. 6 петель до центральной петли, центральная петля и 6 петель за центральной петлей. То есть 13 петель первого ряда. Вот провязали 13 петель. Теперь разворачиваемся на изнаночный ряд и начинаем вязать изнаночный ряд со второй петли от крючка. Вяжем изнаночный ряд, столбики без накида. Здесь провязываем 11 петель. Вот, не довязываем самую последнюю. Затем разворачиваемся на лицевую часть. И снова со второй петли от крючка
столбики без накида в обратном порядке. В этом ряду у нас будет 9 петель. Вяжем, провязываем столбиками без накида. Теперь еще ряд начинаем изнаночный со второй петли от крючка, провязываем опять столбики без накида до конца ряда. Еще один лицевой ряд со второй петли от крючка, провязываем до конца ряда. Вот такой у нас получается мысок. Здесь вот такой скошенный вперед. И дальше мы уже не будем убавлять петли, а теперь будем вязать прямую ленту наверх на необходимую высоту. Просто будем вязать от первой петли, от крючка и до самой последней петельки столбик без накида в этом ряду. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся, и здесь уже будем вязать небольшой узор. В первую петлю провязываем столбик без накида, потом воздушная петля подъема. Одну петлю пропускаем, столбик без накида, воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик без накида, воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик без накида и последний столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваемся наизнанку. Вяжем столбики без накида над каждым столбиком и между столбиками под воздушные петли. Весь ряд столбики без накида.
конце ряда воздушная петля подъема, поворачиваем на лицевой ряд и вяжем точно такой ряд, как был предыдущий. То есть столбик без накида, потом воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик без накида, воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик без накида и так далее, весь ряд. В конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся на изнаночный ряд, вяжем изнаночный ряд, столбики без накида над столбиками и между столбиками под воздушные петли. Вот получается такой симпатичный узор. Вроде бы как бы незаметные такие отверстия, да, но тем не менее они делают этот узор очень оригинальным и аккуратным. Теперь мы вяжем эту полосу ровную на высоту, которая нам необходима. Здесь лучше всего это будет правильно, если мы положим стельку нужной высоты, какая у нас будет, и замеряем высоту вот этой полосы, потому что мы должны знать, где у нас будет идти верхняя застежка, будет идти эта полоса вот как раз до такой высоты. Поэтому на ножке меряем, я показываю на манекене, а вообще меряем на ножку, какую высоту этой полосы нам необходимо связать. Вот я провязала всю полосу эту центральную, и теперь я замеряю. Мне нужно 17 сантиметров на мой размер, длина этой полосы, поэтому вы мерите в зависимости от размера. Чем больше размер ноги, тем, конечно, длиннее будет. Но у меня вот на 36 17 сантиметров этого достаточно. Будет еще обвязка по ширине, будет она чуть больше. Вот, и теперь можно нить обрезать. Обрезаем нить. И теперь приступаем к обвязке полосы. Значит, обвязку мы будем делать с учетом того, что наверху у нас будет проходить ремешок застежки сквозь эту вот центральную полосу. Поэтому начинаем снизу. Обвязываем так же, как мы обвязывали пяточку, столбиками без накида и почти до верха. Вот таким образом вяжем обвязочку и отсчитываем где-то наверху 8 петель от верха и останавливаемся, довязываем вот сюда. Здесь будем продевать ремешок. Когда мы вот довязали сюда, здесь набираем 8 воздушных петель. И теперь к последней вот сюда в угловую петлю столбик без накида. Потом в эту же угловую петлю еще один столбик без накида. Разворачиваемся
и вяжем по верхней части этой полосы столбики без накида. Здесь у нас конец нити был обрезан, и мы его сейчас сюда и вяжем заодно. Провязываем по верху, потом набираем 8 воздушных петель и дальше опять обвязку до низа. Вот такая у нас получилась обвязочка. Вот здесь у нас отверстие, сюда мы будем продевать ремешок. Ну а теперь мы будем делать боковые полоски, ремешочки. И вот надо определиться, сколько мы их сделаем. Можно сделать 5, 4, 6, в общем, сколько вам хочется, в зависимости от того, какой ширины будут полоски и какое расстояние между ними будет. Я думаю, что я сделаю между полосками расстояние 3 петли, это будет достаточно. А ширину полоски, ну, я попробую связать на 4 петли или на 5 и посмотрю, как будет лучше. А между самими я просто сейчас покажу вам, как можно разметить. Вы можете сразу определиться с шириной и тогда разметить, просто взять маркерами с обоих сторон. Через 3 петли в четвертую маркер, потом там, например, у нас 4 петли будет ширина полоски, снова маркер, опять 3 петли отступаем в четвертую маркер и так далее. Вот так мы разметили на боковой части, где у нас будут полоски, да, и точно так по центральной можно разметить. Но я размечать не буду, я поставила первый маркер на центральной полосе, а дальше буду просто по счету, вот в зависимости от того, сколько у меня будет петелек, ширина этой полосы, я буду вязать. Просто 3 петли здесь отступаю, 3 петли на центре отступаю и вяжу. Какая длина будет этих полос до центра? Это мы замеряем высоту подъема. Вот если, например, у меня высота подъема 9,5 сантиметров, мне нужно сделать по 4,25 сантиметра сбоку, если нет центральной. А у меня еще центральная. Общая должно быть 9,5, значит, я выйду на общую высоту подъема 9,5. То есть дальше там мы смотрим 12, 14, 17 самая высокая точка. Вот от этого и исходим. Провязываем соединительными столбиками до первого маркера. 3 у нас тут петли пропущены, значит 3 соединительных столбика. Дальше маркер снимаем и начинаем вязать полосу. Я буду вязать полосы по 4 столбика, плюс еще там будет обвязочка. Я думаю, что этого будет достаточно. Вот таким образом поворотными рядами столбики без накида вяжем 4 в одну сторону, потом воздушная петля подъема, разворачиваемся 4 в другую, вяжем на необходимую высоту.
Когда провязали необходимой длины, теперь присоединяемся. Вот тут мы тоже по переду пропускаем 3 петли в четвертую, начинаем присоединяться соединительными столбиками. Вот таким образом, как я показываю. Берем одну петлю из центральной полосы, одну петлю из боковой полосы и провязываем соединительный столбик. Вот так мы присоединили. Теперь будем вниз опускаться по верхней части вот этой боковой полосы столбиками без накида. Заканчиваем. Здесь присоединяемся соединительным столбиком и дальше соединительными столбиками двигаемся до следующего маркера. Потом будем вязать аналогично. Вот каждую такую боковую полосу, в зависимости от того, какой высоты у нас подъем, увеличиваем количество рядов в каждой боковой полосе. Обязательно замеряем постоянно высоту подъема. И тогда мы уже не ошибемся, чтобы потом не перевязывать. Все-таки ширина мне не нравится этой полоски, я перевяжу на 5 петель, а вы смотрите, как вам нравится. Думаю, дальше вы справитесь уже самостоятельно. Все точно так же повторяем в каждой полоске. Вот я провязала всего 4 полосы, вот таких, с этой стороны. И теперь я буду провязывать точно такие параллельно 4 полосы с другой стороны. Здесь я нить обрезала, спрячу ее в вязание с изнаночной стороны, а с другой стороны провяжу точно такие еще 4 полосы. Единственная разница, там мы начинали снизу полосы вязать, а здесь будем начинать сверху. Сейчас я покажу. Вот так, отступаем тоже 3 петли. Вот здесь точно параллельно по ряду смотрим на той стороне и начинаем здесь провязывать первую полосу. Отсюда вяжем поворотными рядами и присоединяться будем к нижней части, вот к ряду, который у нас на обвязке подошвы. Провязали полосу,
Теперь соединительными столбиками присоединяем ее к боковой части. Проверяем высоту подъема здесь над пальчиками у нас. Она должна соответствовать заданной. И присоединяемся. Если недостаточно, довязываем еще. Если лишнюю провязали, опускаем, распустим рядок. Теперь берем петлю с ряда бокового, петлю у нас с этой полосы и соединительный столбик. Снова петлю с бокового ряда, петлю с полосы и соединительный столбик. Последнюю петлю с бокового, петлю с полосы, соединительный столбик, затем еще один соединительный столбик провяжем и поднимаемся наверх столбиками без накида до центральной полосы. Теперь также точно присоединяемся к центральной полосе соединительным столбиком, двигаемся по ней, пропускаем 3 соединительных столбика и вяжем следующую боковую полосу. И так заканчиваем эту сторону. Все вяжется аналогично, и думаю, что вы с этими еще 3 полосами точно справитесь. Здесь провязываем вниз полосу, также отступаем там 3 петли, присоединяемся, затем снова поднимаемся наверх обвязкой, снова отступаем 3 петли и так далее. Итак, перед у нас готов, и теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно провязать ремешок застежки. Ремешок застежки мы будем вязать по верху. Он должен будет идти вдоль пятки, обхватывать ножку и застегиваться с наружной стороны стопы. Поэтому будем сейчас вывязывать ремешок.
Ремешок будем начинать вот с этого угла, с этой стороны. Привязываемся сначала и провязываем 5 воздушных петель. Теперь разворачиваемся и в каждую петелечку вяжем столбик без накида. Дальше двигаемся по пяточке, столбики без накида. Здесь по центру пятки сделаем 2 убавления, то есть вяжем один столбик недовязанный, еще один столбик недовязанный и делаем общую вершину. Дальше провяжем пару столбиков, 2-3 столбика можно без накида и еще одно точно такое же убавление, 2 столбика с общей вершиной. Дальше двигаемся столбиками без накида до угла. Провязываю угловую петлю последнюю и начинаю набирать цепочку из воздушных петель. Она должна быть такой длины, чтобы обхватила ножку и был еще зазор на застежку. Вот я буду набирать, я хочу набрать 60 петель, думаю, что мне хватит. Вот так сейчас промеряю, обхватываю ножку, она будет продеваться вот сквозь центральную полосу, вот сюда заходить на застежку, и еще должен быть небольшой такой хвостик оставаться. В общем итоге у меня получилось 65 петель на цепочку из воздушных петель. Теперь по этой цепочке я начинаю двигаться, каждую петельку столбик без накида.
Потом буду провязывать по пяточке. На пятке сделаю одно убавление. Вот там у нас было 2 убавления, теперь одно по центру пятки будет, так, чтобы немножко у нас пяточка загибалась сюда больше. И довязываю до той стороны, поворачиваю назад и таким образом провязываю туда-обратно 6, наверное, или 5 или 6 рядов. Смотрю по ширине, какая мне нужна будет. А вот ремешок я закончила, привязала пряжку. И получилось у меня ремешок на 5 рядочков. Я думаю, что этого достаточно. Проделаю его сквозь вот центральную полосу. И получилось довольно мило. Теперь наши сандали полностью готовы. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, понравилось ли вам изделие, все ли вам понятно в этом мастер-классе. А я хочу попросить вас, чтобы вы подписались на канал, если вы еще этого не сделали, поставили лайки и поделились этим видео в своих пабликах в соцсетях. Это поможет развитию моего канала. Друзья, думаю, что у нас с вами впереди еще много интересных работ. Давайте учиться вместе вязать и дарить нашим близким тепло наших рук. До новых встреч!